Всем привет, друзья! Сегодня, наверное, один из последних подготовительных дней на моей стройке. Сегодня я приехал, навел порядки, прокосил траву. Но самое главное, это я собрал уже опалубку для заливки стен дома из полистиролбетона. Как я делал эту опалубку, есть видео на моем канале. А сегодня я ее уже собрал. Сейчас вам покажу, как она выглядит в собранном состоянии. Значит, все держится на шпильках. Шпилька 10. Внутри трубки пластиковая, нарезанная по толщине стены. Здесь будет 30 сантиметров. Там будет мастерская 20 сантиметров толщина стен. Как я собирал опалубку, наверное, в конце вставлю кусочек видео, как она собирается. Собирается, в принципе, легко. А сегодня хочу показать вам, как она имеет геометрию. Геометрия у опалубки даже в собранном состоянии очень хорошая. Меня устраивает такая опалубка. Вот что значит металлокаркас. На металлокаркасе, конечно, опалубка это всегда ровно. Это не так, как на дереве. А металл есть металл. Ровненькие стеночки. Самое главное, конечно, эту опалубку выставить. Самый первый ряд, это самый ответственный ряд в любом доме, потому что если криво пойдет первый ряд, то и криво пойдут все остальные ряды. Значит, высота опалубки 62 сантиметра, то есть, грубо говоря, первый этаж, это у меня будет примерно 5 заливок. Длина опалубки 10 метров. Пока что там есть еще запасные у меня пару листов. Если буду успевать заливать за день, я работаю один на стройке, поэтому думаю, что и такой длины опалубки мне вполне хватит. Опалубка, когда ровная, ее очень легко выставить по уровню. По горизонтальному уровню не так важно, хотя, конечно, важно тоже. Самое главное, это выставить по вертикали. Проверил 1000 раз уровнем. Потом в процессе заливки буду контролировать, чтобы вдруг не наклонилась в какую-то сторону. И очень важно именно выставить по линии фундамента. Вот в том вот месте у меня фундамент имеет искривление. Ушла куда-то опалубка, когда я заливал. И вот в этом вот месте вот она очень сильно завалена. Так что мне придется первым рядом заливки выравнивать дом относительно ровной линии. Не относительно фундамента, а именно делать ровную. Поэтому первый ряд очень-очень важно выставить правильно и по горизонтали, и по вертикали, и по линиям, а также по углам, чтобы все сошлось, чтобы сошлись диагонали. Когда опалубка на металлической основе, очень легко, в принципе, с ней работать. Очень легко ее выровнять, потому что если бы это был деревянный брусок, то, допустим, здесь бы померил ровно, дальше брусок чуть-чуть повело, и там уже будет криво. Поэтому все-таки не пожалел я, что потратился на металл, даже такой тоненький, но он делает очень хорошую геометрию. Мне потом легче будет с этими стенами работать, штукатурить или утеплять пенопластом. Так же самое и внутри. Поэтому на металлокаркасе опалубка это, конечно, классно. Потом этот металл можно применить куда-нибудь в других делах. Сверху все шпильки закрутил хорошо, снизу оставляю небольшой зазор для того, чтобы сейчас опалубку убрать с палок, и она стала на свое место на фундаменте. Листы опалубки между собой скрепляю металлическими пластинами.
Вот такими ходочками буду ездить покупать цемент 500 по 20 мешков, 500 килограмм на прицепчик можно грузить. Песок, песок морской. Морской песок очень-очень хорошо подходит для полистиролбетона в том плане, что он очень мелкий. Он вот, ну вот, я даже не ощущаю каких-то гранул. То есть он такой, как, ну не знаю, как порошок. То есть, я думаю, лучше для полистиролбетона не придумаешь. Песчинок вот не ощущается. Очень мелкий, хороший. Вот тот вот раньше брал Вознесенский. Вознесенский на 200 гривен тонна дороже. Но он крупный. Он очень крупный. Тут песчинки попадаются, ну не знаю, по миллиметра полтора-два. Он для полистиролбетона не пойдет. Пенопласта навез мешков, сколько там, 10-12. Короче, на пару рядов хватит. СДО в канистрах по 10 литров по мере использования буду довозить. Фибру тоже оптом взял. Мешок такой вот в мешке, сколько, по-моему, 20 пакетов по 0,9 килограмма полипропиленовая фибра. Два мешка взял на первый этаж. Вместе с мастерской должно хватить. Вот так вот с Божьей помощью будем строиться.